Привет, дорогие друзья! И сегодня вновь в эфире серия блогов «Азбука чая». Меня зовут Сергей Шевелев, и мы будем рассказывать о самых базовых аспектах, связанных с чаем. Да. И сегодня мы поговорим о таком вопросе, как чай для похудения. Казалось бы, просто безумно такой попсовый даже вопрос, который для любителей чая уже давно и не вопрос вовсе. Но, тем не менее, хочется об этом поговорить, потому что очень много людей по-прежнему ищет этот самый магический чай для похудения. Думаю, что, возможно, где-то он есть. Можно найти всевозможные сборы, какие-то секретные составы для похудения. Все ищут вот эту самую магическую таблетку, что сейчас вот я вот куплю чай, значит, и сразу же он мне поможет, и мне не надо будет для этого не прикладывать никаких усилий, и все это, значит, мне тут же поможет. Надо сказать, что, конечно же, все это в основном полная ерунда, и секретной таблетки нет. Но разберемся поподробнее. Конечно же, надо сказать, что всегда не бывает дыма без огня. Чай действительно очень полезный напиток, в котором содержится огромное количество микроэлементов. Так или иначе, мы все пьем чай, и мы все получаем от него полезные воздействия. В нем бывает, содержится до 400 разных компонентов, которые очень полезны для здоровья. И в целом, конечно, если говорить о чае вообще в целом, вообще как о напитке, то этот напиток общеоздоравливающий. И в том числе он, конечно же, может влиять и на снижение веса. Но не все так просто. Большинство сборов, которые вы можете купить, например, чай для похудения, там содержит очень часто такую травку, которая называется сенна. И она, по сути, является природным слабительным. И при большом количестве употребления такого, значит, продукта это может сказаться не очень хорошо на здоровье. Кроме того, очень часто бывают просто разные компоненты, которые считаются общеукрепляющими для желудочно-кишечного тракта, какие-то разные травяные сборы. Но как таковое, все равно, как я уже сказал, не бывает какого-то секретного компонента, который однозначно будет помогать гарантированно. Но при этом надо сказать, что за счет большого количества содержания витаминов, полезных микроэлементов, есть сорта чая, которые ускоряют метаболизм и в целом очень благотворно помогают пищеварению. Соответственно, если в целом вы ведете активный образ жизни, то есть занимаетесь спортом, занимаетесь какими-то разными другими активностями, это может быть, скажем, таким отдельным компонентом вашего питания. И есть еще и отдельные сорта чая, которые действительно очень сильно помогают в этом. Если говорить о чаях, которые лучше всего сказываются, скажем так, на именно общем каком-то состоянии организма, которые можно условно назвать способствующих, скажем так, снижению веса, в Китае, как ни странно, особо продвигают чай тигуанин в эту сторону. Но я бы, может быть, составил такой свой список. И, конечно, это прежде всего шенпуэр, то есть такой как самый мощный чай, который содержит очень большое количество активных элементов, и чем чай на самом деле светлее, тем больше в нем витаминов и веществ, которые как раз можно отнести так условно жиросжигающим, да? Но если идти ближе к ферментированным, то есть в сторону красных ЭПРов, они все менее и менее активно воздействуют именно на эту часть организма, да, и больше, скажем так, как пищеварение, общеукрепляющие, может быть, соответственно, тонизирующие какие-то свойства. Но так или иначе, основное надо понять то, что светлый чай, зеленый чай и светлые улуны, шенпуэр – это как раз те сорта, которые больше всего обычно рекламируют как именно чаи для похудения. Но, как я уже говорил, конечно же, не бывает волшебной таблетки, что вы купили этот шенпуэр, заварили его, начали регулярно пить, при этом есть макароны, значит, с утра до вечера, сидеть на стуле, вести неактивный образ жизни, питаться ненормированно, и еще плохой едой, менее качественной, или фастфудом каким-нибудь. Естественно, никакой чай вам при этом не поможет. Но если включить его в рацион здорового питания, соответственно, то есть если вы занимаетесь спортом, активной какой-то жизнедеятельностью, как я уже говорил, то, конечно, эти сорта чая, они могут очень сильно вам помочь. Кроме того, вообще, если так собрать воедино все факты, можно даже составить некую диету, то есть как именно похудеть при помощи чая. Пожалуй, один из таких важных факторов, о котором я уже неоднократно говорил, это замена чаем, собственно, вредных привычек.
Например, тоже алкоголь, это просто как пример, не обязательно можно говорить только про алкоголь, гораздо более калорийный, чем чай. Да, если вы заменяете бутылку вина таким же количеством выпитого чая, то есть там 2-3 кружки, да, вот вы сидите в компании или там много пьете проливом чай, то вы получаете на 600 калорий меньше, что очень немало. То же самое, если вы, например, заменяете чай, бутылку пива, вместо бутылки пива берете чай на такое же количество, где-то на пол-литра, вы получаете на 300 калорий меньше, что тоже очень много. И таким образом это тоже может быть заменой. Естественно, я уже не говорю про какую-нибудь там кока-колу, которая там в бутылке кока-колы просто безумное количество сахара, безумное количество, значит, каких-то других не самых полезных, скажем так, веществ. То же самое касается любых газированных напитков. Чай с сахаром, кстати, потому что я всегда рекомендую чай пить без сахара. Потому что если вы будете пить чай, какой-нибудь зеленый чай с сахаром, то, конечно же, вы, в общем-то, ничего полезного не получите. То есть, с одной стороны, вы будете, значит, себя оздоравливать, а с другой стороны, вы будете накидываться сахаром. Кстати, вот у нас сейчас друзья из Ирана рассказывали, что, значит, в Ираке они кладут в чашку примерно вот столько вот сахара и только сверху такое количество чая. Ну, то есть, как бы в целом это абсолютно не здоровое потребление чая, и ничего полезного в этом, естественно, нет. Вот. Но такой вот пример, или как у нас тоже кладут сахар в чай. То есть ни в коем случае не нужно класть чай в сахар. Уже только одним этим, если вы имеете привычку пить хороший чай, вы точно можете очень сильно, скажем так, ускорить оздоровление своего организма. То есть, резюмирую, как же на самом деле похудеть при помощи чая? Во-первых, пейте слабо ферментированные чаи, прежде всего, как я уже сказал, шен-пуэры, улуны и зеленый чай. Они наиболее активно воздействуют на, то есть как жиросжигающий чай. И, кроме того, заведите себе полезный ритуал. Чай, на самом деле, немного снижает аппетит, с одной стороны, но с другой стороны, часто его и вызывает. Когда вы много попьете какого-нибудь шен-пуэра, очень хочется есть, не объедайтесь после чая, особенно вечером, то есть сделайте такой небольшой режим. Я могу сам по себе сказать, как у меня это бывает, особенно когда вот я в путешествии нахожусь. В этом году, к сожалению, в путешествии находился не так много, поэтому не сказать, что я там особо похудел. Но когда я, например, нахожусь в активном путешествии, очень много двигаюсь, много хожу пешком, много пью чай, я реально очень быстро сбрасываю вес, могу это на собственном примере судить. И если я при этом еще не объедаюсь по вечерам, там, да, и не ем какую-нибудь вредную еду, и в принципе стараюсь не есть там мучного поменьше, то все хорошо. Также, конечно же, не стоит добавлять сахар в чай, не стоит есть какие-нибудь пирожные там с чаем. То есть сам по себе хороший чай, но еще чем он отдельно еще полезен и интересен, то что когда вы пьете чай правильно, вам не нужно ничего к нему добавлять. И получается, что вы пьете просто чай, и он, в общем-то, тоже в том числе заменяет немного питания, то есть вы можете немножко меньше есть, и таким образом у вас получается вот эта самая магия избавления от лишнего веса без каких-то особых хлопот. На самом деле, чтобы так немножко перебиться, да, если, например, реально очень много пить чай, конечно, нельзя пить его совсем на голодный желудок. И можно там чуть-чуть каких-нибудь орешков, сухофруктов добавлять, но тоже не очень много, потому что они достаточно калорийные, они достаточно, действительно, в том числе и жирные тоже, те же орехи, да. Вот, поэтому нужно очень так нормировать еду. В принципе, главный секрет просто меньше есть, и тогда чай, в общем-то, даст нужный эффект. Вот, кстати, например, отличнейший полезный ритуал на таком прямом конкретном примере. Например, сели вы посмотреть все серии «Азбуки чая». Или какие-нибудь еще мои серии, не обязательно мои, но это так, шучу, значит, да, вот вы сели, значит, посмотреть. И завели себе правило, что вечером, когда вы смотрите, например, YouTube или какое-нибудь кино, вместо пива, чипсов или какой-нибудь там колы, чипсов или какого-нибудь напитка, там, или чая с сахаром, просто чай. Вот просто вот сидите, пьете чай. И на самом деле, может, даже ничем особо не закусывать, совсем чуть-чуть, там, орешки немножко. И все. И за месяц-два вы заметите разницу, насколько у вас изменился ритуал и как это повлияло на вас. Будет интересно, кстати, оставьте комментарий, кто, если этот челлендж захочет попробовать и повторить на своем опыте, расскажите, как у вас это получилось. Можете тоже поделиться своим опытом чая и здоровья, и как именно в вашем случае, например, чай вам помог. На этом, пожалуй, все. Я пожелаю вам приятного чаепития, будьте здоровы, пейте чай без сахара. До новых встреч. Пока.